Шкипер вернулся на свой игровой канал, но из-за долгого простоя YouTube кинул его в теневой бан. Так давайте поможем моему коллеге по цеху поднять актив. Залетайте к нему на канал и под последним роликом передавайте ему привет от меня. Парнишка снимает реально очень крутой контент, только просмотры хватают. Ссылка на Шкипера в описании. Всем привет, народ, с вами Олег Пазл, и много плохих событий произошло в пару последних дней, и говорить о них действительно очень и очень опасно, причем об обоих темах. Но сперва я хочу рассказать о том, что Rockstar Games опубликовали свое письмо фанатам, в котором очень сильно расстраиваются из-за произошедшего на днях. Как вы знаете, более 90 видео уже в сети было с той игрой, которую нельзя называть, потому что YouTube ее банит. Но, тем не менее, мы сегодня постараемся об этом поговорить, почему это не так-то и хорошо. Кроме того, была объявлена мобилизация, и это вторая тема, очень плохая, случившаяся в России. Это, на мой взгляд, это ужасно и очень печально. Будем следить за событиями. Ну а сейчас давайте поговорим о той игре, которую нельзя назвать, потому что многие люди получают страйки. Студия Rockstar Games впервые прокомментировала случившееся, произошедшее в конце прошлой недели. В открытый доступ были выложены видосы, сами понимаете, с чем. Rockstar подтвердили, что произошла беда, и вот что они написали. Недавно мы подверглись сетевому вторжению, в результате которого третья сторона незаконно получила доступ и скачала из наших систем конфиденциальную информацию. В данный момент мы не ожидаем никаких либо сбоев в работе наших игровых сервисов, ни влияния случившегося на разработку наших проектов в долгосрочной перспективе. В то же время разработчики сожалеют, что фанаты увидели новую часть именно вот в таком виде, таким образом. А сейчас давайте поговорим, почему это реально плохо. Во-первых, скорее всего, релиз игры будет перенесен опять на долгое время. Нас и так он ждал где-то в 2024 году в лучшем случае, теперь он будет, наверное, еще дальше. Такое уже происходило в индустрии, и обычно после таких больших масштабных проблем разработчики переделывают все до неузнаваемости. Кроме того, многие говорят о том, что все увиденное в тех вот материалах, это не то, что они ждали, мол, графика плохая, там как-то сделано все не так качественно, как... Но это большая ошибка, потому что, скорее всего, кто-то говорит, они просто не очень понимают в разработке игр. Но дело в том, что на ранней стадии разработки все игры выглядят как набор непонятных моделей, непонятных угловатых фигур, вокруг которых происходит действие. На самом деле, то, что мы увидели, это еще очень круто. В поддержку Rockstar Games, например, сейчас другие разработчики стали публиковать видео, как выглядели их игры. Это сделано для того, чтобы никто не разочаровывался, никто не гнобил Rockstar Games, так как это нормально, что игра на ранней стадии выглядит не супер. Но то, что даже мы увидели, это выглядело хорошо. И видно, что был большой масштаб. Но важно помнить, что этот билд, который слил злоумышленник, он был где-то 2020 года. То есть с того момента прошло 2 года как минимум, а это очень много. И к тому же игра планировалась по слухам, по старым слухам, на 2024 год. То есть у них был в запасе еще 2 года. И мы знаем, что Rockstar часто переносит свои проекты, поэтому я думаю, там было на самом деле 3 года, а то и 4. Я не знаю, что теперь будет, надеюсь, что все так же и останется. И несмотря на то, что много людей, которые не очень разбираются, они сказали: ой, да не то, да не сё. Но я, честно сказать, очень рад, потому что все это время, на протяжении десятилетия уже, я думал, вообще, что происходит, будет ли вообще продолжение, да? Хотя вот не могу сказать того же про злоумышленника. По слухам говорят, что это какой-то 16-летний паренек, но это все слухи. Кто-то считает, что это чувак, который был среди разработчиков, потому что там были записаны инструментарии и так далее. Уже есть даже слухи, что его типа нашли. Его ищут ФБР и другие правоохранительные органы. И, в принципе, это логично. Обычно за подобные случаи раньше в других проектах, например, Half-Life и так далее, людей сажали. Да, когда они делали такое, проворачивали такие масштабные, можно сказать, проблемы для компании, да, они отправлялись в тюрьму, и порой эти сроки по 3 года, а то и больше. Так что такое делать нельзя, это преступление, и это очень плохо влияет на игры в итоге. Переносы, проблемы, потеря времени, потеря денег, ресурсов компаний. И мне интересно, что думаете вы обо всем этом, напишите в комментариях. Надеюсь, что вот это смутное время в России, Украина и смутное время вот с играми, надеюсь, что все это смутное время когда-нибудь закончится. В общем, вот такие новости, не шибко бодрые, не слишком радостные, но как для фаната
Я просто рад, что разработка ведется и великие Rockstar Games остаются на плаву и показывают уровень. А с вами был Пазл, обязательно пишите ваше мнение в комментариях. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Всего крутого вам и счастливо.